жены девочку с baby face, то есть с довольно инфантильными чертами лица. Они красиво воспринимаются мужским полом, но что ожидать от человека, который выглядит как ребенок в модели близких отношений, что, собственно, получается? Тогда девочка, она всегда маленькая девочка, а он всегда для нее папа. То есть, если человек готов выступать в роли папы и спонсора, соответственно, он выбирает для себя модель такую, где девочка с бэби-фейсом. Соответственно, он не может от нее ожидать, что она откроет себе бизнес, что она будет управленцем, что она не будет требовать к себе подарков, внимания. Она хочет быть ведомой, но при этом она его любит как отца. И ожидать от нее любви как от женщины, как мужчине. от женщины мужчине, скорее всего, и ответственности. Скорее всего, у нее появится молодой и красивый, которого она действительно будет любить. А этого она будет любить как папу. Соответственно, есть прямые кейсы, есть прямые вопросы. Вы можете задавать эти вопросы внизу в комментариях. Саша уже присоединился. Да, у него есть... Да. У меня тоже есть миллион вопросов. Если разрешите, я начну первым задавать эти вопросы. Нина, еще раз приветствую тебя. У меня вопрос первый звучит так. Как физиогномика называется на китайском? Как она звучит? И что это название означает? Ну, на самом деле, вот какой смысл закладывается в это название? По-китайски это по физиогномике называется менсян. Но это очень интересное название, потому что, смотри, мен – это лицо, звук мен – это иероглиф мен, а сян… Можешь написать? Да, пожалуйста. Мы обсудим основную разницу между физиогномикой восточной, китайской в данном случае, и физиогномикой, которой пользуется Александр Иванов в целях консультаций для депутатов, для бизнесменов очень крупных. Саша решает довольно массовые вопросы для нашей страны, и, соответственно, хочется найти пересечение двух наук. Да, вот у нас есть иероглифы. У нас звук, можно написать звук, да? Да. Мы внизу вам напишем эти иероглифы, чтобы вы их Да, видели. Пиши по-английски. Миан, получается, по буквам если. Миан Ксин. Ксян, да? Миан Ксян. Для китайского очень важна точность перевода. Иероглиф в своем переводе на русский язык может переводиться на 1-2 страницы А4. Соответственно, начнем с этимологии слова. Итак, вот... Под звук первый иероглиф значит лицо. Лицо. Или внешний вид. Внешний вид. Мы говорим не только о лице, мы говорим о всем теле. О всем теле. Да. А второй называется, если, например, такое выражение, если мен начинается, да. сян это значит мен, очень интересно, давай так, глубоко поговорю. Мен, если впереди, значит это глагол, использоваться. Глагол. Ага. А сян это общего внешний вид. Общего нежный вид. Ага. А если только эта часть, без этого, значит лицо. А здесь получили то, что мен это как глагол здесь весь полностью общий вид, да. А вот так вот это только лицо. Да, это общего. Это общего. Но если мы наоборот, то же самое, сян это глагол, мен это лицо. Это получилось, что мен и сян мы смотрим общего вида. Глагол и общего вида. А сян, мен это то, что мы смотрим и узнать больше лицо. Чтобы... Это слова одинаково, просто один вперед, один сзади. Поэтому это было всегда интересные иероглифы и сочетания. Изначально какова цель восточной физиогномики? Вот для чего создавалась эта технология? Эта технология благодаря нам, наши китайские религии.
много людей через опыт проверяли, через свой опыт проверяли, то, что люди, используя этих знаний, можно раньше узнать, например, перед нету предупреждения, убегать от какой-то ситуации будущей, неправильно, или будущее что-то случится, убегать их, или через это узнать свои ошибки, сознавать себя. Значит, основная цель была предсказать какую-то будущую ситуацию, Да. судьбу, предсказать Да, судьбу. Урок, который человеку дан в этой И вот жизни. изначально именно это было целью, Да. разработки данной технологии. Но это, например, нам узнать будущее, все понятно, или узнать про себя больше информации, которую сами еще не замечали. Мгм. Но через это мы увидим свои недостаточные. Мгм. А потом изменять через духовно или душа, чтобы поступки, через поступки менять то, что будущее. Что-то Развиваться, недостаточно. развиваться, да, становиться развиваться. лучше в чем-то, да, и Да. таким образом преодолеть эти испытания лучшим Да. образом. Хорошо, Да, давайте спасибо. на конкретном примере. Давайте, да, вот. Я Конкретно. здесь сижу для того, чтобы быть подопытным, и я даю разрешение людям, которые знают про меня все, сказать обо мне еще больше. Мне не стыдно. Это установка, аффирмация, да? Это аффирмация. Во-первых, мне не стыдно рассказать о себе правду или узнать о себе правду. Поскольку я знаю, что во мне есть и белое, и черное, и хорошее, и плохое, и я выбираю для себя срединный путь, где я уравновешиваю наличие того и другого. И для меня конкретно физиогномика не является наукой, которая ставит диагноз. Она скорее наука, которая показывает, какую сторону мне усилить, да. Скажем так, это факт. Это факт. А как ты этим фактом воспользуешься в своей жизни, это уже конкретно твоя задача, да. То есть, например, если я мягкая, я буду использовать себя в тех ситуациях, когда кому-то нужна подушка мягкая, да, допустим. А если я жесткая, если во мне много металла, я пойду туда, где мной будут копать. Итак, давай все-таки про тебя будем говорить. Уже рукава собираться. Пора работать. Сестра скальпель. Ну, собственно, украинская физиогномика, она практически не говорит о судьбе. У украинской физиогномики совершенно другая задача, совершенно другая точка зрения. Есть, конечно, информация, но мне хотелось бы узнать китайское. Вот давай по Але посмотрим какую-то конкретную, вот не знаю, куда надо смотреть, чтобы что-то понять. Перед этим я бы хотела слушать мастер, потому что для европейские это информация для меня это совсем. Я раньше никогда не слушала, не узнала. Даже, могу сказать, не общалась с такой человек, который можно узнать. Для меня очень интересно, можно слушать вас. А потом я говорю то, что я это читаю. Окей, так, ну, друзья, Кто начнет, так кто допомнит. наливайте кофе, да, устраивайтесь поудобнее, я начинаю. И, если мы говорим про данную технологию, она базируется на психофизиологии. То есть она базируется на постоянном кольце, вот как вот постоянный обмен психологической части и физиологической части. Да? Психологическая часть влияет на физиологическую часть. Ну и болезни, собственно, появляются. Почему? Потому что мы вот неправильно проживаем что-то, неправильно реагируем, как-то вот не отпускаем, ну, неэффективное прожитие ситуации. И физиологическая часть, она тоже влияет на психологическую часть. В этом кольце, постоянное неразрывное кольцо, у нас это называется психосоматика. Не забывайте ставить лайки, если вы здесь, задавайте вопросы. Это очень грубо, может быть, не совсем психия, душа, сома, тело. Вот одно кольцо, и вот, вернее, одна дуга, вторая дуга, и получается постоянное кольцо. Да? Здесь у нас душа. Эта душа стоит а это тело. в другое место. Вот. И мы понимаем, что эволюционно человек появился, вот были одноклеточные организмы, и потом они становились многоклеточными, потом они формировались,
потом они превратились там в червей, потом они превратились в моллюсков, потом появились были этапы эволюции, появились позвоночные, появились приматы, и уже потом появился человек. То есть мы эволюционно развивались. И раз уж мы эволюционно развивались, значит, каждая часть лица, каждая часть тела имеет необходимость, имеет свою функцию какую-то. И человек может пользоваться ей сознательно, например, вот взять что-либо, а может пользоваться ей бессознательно, сам того не понимая. И когда мы смотрим на лицо, мы разделяем каждую часть лица, которую мы можем разделить, и понять, для чего это надо. К примеру, вот если мы посмотрим по линии рта, отделим, мы увидим челюсть, нижнюю челюсть, мы увидим жевательные мышцы, они находятся вот здесь и вот здесь. Там мы увидим зубы, да. Что еще? Челюсть. Ну, пока что этого достаточно. И мы понимаем, что нижняя часть, она для того, чтобы сражаться, атаковать, воевать, захватывать, защищаться. И по-разному они эту функцию выполняют. Если мы говорим, к примеру, про рот и про губы, да, у рта функция захватить что-либо, получить, присвоить, у губ сделать предварительную оценку. Оно мне надо, не надо, это мое, не мое. И вместе они работают. Понятное дело, разные челюсти, разные зубы, разные рты, разные губы. Если мы возьмем от рта до линии бровей, здесь у нас группированы органы восприятия. Губы, нос, глаза, уши. Это наша корзина восприятия. Это то, как каждый отдельный человек воспринимает этот мир. У кого-то больше губы, маленькие глаза. У кого-то, наоборот, огромные глаза, там маленькие губы и носик. И вот он больше полагается на эту картинку. Дальше, выше линии бровей, у нас уже зона сознания. Ну вот, от линии бровей и до линии волос, если быть уже совсем таким вот точным, здесь у нас выше структуры головного мозга, кора головного мозга, и там мы мыслим. Осознанно, ну в основном, конечно, неосознанно, но бывает и осознанно. Ты хочешь узнать разницу, да? Есть ли такие крупные зоны в китайской физиогномике? Нет, это я, конечно, хочу, но сейчас я Нине рассказываю, на чем базируется. Да, то есть мы разделяем зоны, мы разделяем конкретное, за что отвечает скула, за что отвечает щека, за что отвечает губы, рот, челюсть. И мы можем каждый маркер в отдельности проговорить, но, скажем так, искусство состоит в том, чтобы соединить все маркеры воедино, чтобы понять, если мы кушаем блюдо, понять не каждый вкус в отдельности, тогда можно было бы просто их не соединять в одно блюдо. Надо понять общий вкус. И вот тут требуется некоторая практика. Вот как работает эта технология. К примеру, мы можем посмотреть, например, у Аллы большие глаза. Да? Глаза, в отличие от других органов восприятия, они больше работают с левым полушарием. То есть левое полушарие, друзья, у нас находится вот здесь. Вот. И это полушарие, то, которое более структурное, более логичное. Оно занимается вопросами будущего, оно занимается вопросами планирования, вопросами систематизации, там, работы, карьеры и прочее. И обладатели больших глаз – это те люди, которые, с одной стороны, активно эксплуатируют левое полушарие. Собственно, вопросы планирования, именно планирования, расписания планов, разбивания на подпланы и прочее у больших глаз это вот чистый кайф. С другой стороны, у больших глаз может быть тяга к фантазированию, к придумыванию. И если мы возьмем актрис голливудских оскароносных, это в основном обладательницы таких больших красивых глаз. Поэтому вот у Аллы эти две истории сочетаются. С одной стороны фантазии, с другой стороны четкое планирование. Это плюсы больших глаз. Это, ну как плюсы, это в какой ситуации? А зависит от контекста. Хорошо. В каком контексте можно негативно использовать такие задатки? В каком контексте негативно? Ну, тут надо с другими маркерами вместе смотреть. Если у человека очень длинная голова и большие глаза, это будет человек, который, с одной стороны, будет систематизировать все подряд,
Вот прям у него будет тяга все разложить по полочкам. А с другой стороны, это будет ближе к расщеплению сознания, то, что называется шизофрения. И вот он будет витать в неких мирах, которых на самом деле не существует. Он будет придумывать что-то, чего здесь нету. И в обычной жизни его могут не понять, это мягко говоря. И он может себе придумать то, чего нету, и как бы будет с этим жить, но К примеру, Ну, к что примеру, я могу придумать такого, чего не существует? Ты именно. Да. Мои А, глаза подпадают. Нет, под разряд у тебя по-другому проявится. У тебя что должен быть план, и вот именно так должно быть. Если так не происходит, все беда. Все должны резко подстроиться, все должны резко помочь тебе реализовать твой план. И Это если... же благо вас всех! Да, стоит Алла с огнеметами, и вот и говорит, это же благо вас всех. Поэтому, и если другие вдруг не захотят, да, вот этот план помогать тебе реализовывать, то ждет их небесная кара. Но если мы берем кисти, берем краски и идем писать картины, здесь Или большой заниматься полет дизайном фантазии. интерьеров. Вот, да, Куда обязательно унесло меня. архитектором можете посмотреть Заха Хадид, одна из величайших архитекторов современности, ну уже почти современности, обладательница больших глаз. И для архитектора, дизайнера, чтобы дизайн не был скучным, важно иметь большие глаза, потому что как-то общался с девушкой с маленькими глазами и думал, какую дать ей вид терапии, да, какой вид помощи, чтобы она, как-то сказать, забыла о своих тяготах. Оказалось, что девушка вообще не любит фантазировать, маленькие глаза, не любит фантазировать, картины и тексты и стихи вообще не ее. Я до сих пор не знаю, чтобы такого придумать, чтобы человек с маленькими глазами как-то вот выплеснуть свои переживания, вытянуть их из себя. Ну, в общем и целом, вот это то, как работает данная технология. Если мы говорим, например, про губы, развитые губы. Для чего нам губы? Для того, чтобы проверить то, что мы хотим захватить. Например, вот есть какая-то вот что-то похожее на рыбку, и губы оценивают, это действительно рыбка или это камушек, надо оно мне или не надо. Это вот практически один из самых первых органов, который у нас появился, и самый первый орган восприятия. Благодаря которому ребенок до тянет сих все пор, в рот до сих и пор, да. познает предметы, вкус, Да. форму. Пока вот кора головного мозга развивается, ребенок все обязательно тянет в рот. И познает таким образом мир. Так вот, если мы говорим про покупателя, то покупатель с развитыми губами – это тот, которому важно потрогать. Ему важно взять руки, не слушать вас. Вот вообще не подходите к покупателям с развитыми губами. Не подходите ко мне. Не подходите к ним. Нет. Им важно взять в руки и потрогать. Потому что тактильная связь, здесь тактильные рецепторы, здесь тактильные рецепторы. У меня недавно в магазине был интересный случай. Вот ты меня перебиваешь все время. Прости, Подожди. я хочу сказать свой случай. Ну давай случай потом. А это ж фантазия, мне надо вылить и сказать, что это для вас благо. Да, конечно. Выбирала себе компьютер, подошла с мужем, подходит к нам консультант и начинает что-то несуразное, давайте вам покажу, расскажу, а мне надо, чтобы красиво, чтобы я попробовала, посмотрела. Не подошел мне консультант, подходит другой консультант и сразу говорит: вам, значит, для автокада, для фотошопа, чтобы красивый, чтобы тоненькая рамочка. Вот он мне моментально выбрал модель, он потратил на меня буквально 5 минут, но я сидела и слушала, что мне надо, и он попадал в 100 из 100. Как он это сделал? Он просто подошел и прям вот, ну, наверное, большие глаза указывают на то, что я буду работать с чем-то графическим. И он мне сразу сказал: Photoshop и AutoCAD шикарно на этой модели. Я ее купила. Ну, отлично. Значит, он проходил физиогномику. Скорее всего. Но это если... Поэтому, к чему я говорил? Обладателю развитых губ важно трогать. Если мы говорим про покупку. Если мы говорим про просто межличностные отношения, губастый человек, он чувствует другого человека на уровне ощущений, на уровне интуиции. Вот в прямом контакте здесь и сейчас Алла чувствует твое состояние, мое состояние, там, например, за столом переговоров. И для такого человека попытаться где-то как-то увильнуть, сложно, это бесполезно, обмануть не получится, да. Вот можно говорить много-много, но в общем то, как работает эта технология. Мы смотрим анатомическую структуру лица, и для нас это некий механизм.
Есть механизм Ferrari, есть механизм трактор, есть механизм джип. Да, они работают по-разному. Мы вот точно так же пытаемся понять этот механизм. Так. Вот, это я рассказал, как работает эта технология. А теперь скажи, пожалуйста, как работает китайская физиогномика? От чего отталкивается, на чем основывается? Мне очень интересно вас слышать. Такой техник, который, честно говорю, такой шаг за шаг, очень четко, но я раньше еще не слышала, как европейский, как читать через Украинская технология. Да, украинская. Но китайский, вообще-то, честно говорю, немножко, так говорите, по деловой, более уширяй это техники. Почему? Объясняю. Все китайские религии связаны один символ, который почти все люди раньше увидели. Это называется инь-ян. И после инь-ян круг него еще 5 символов знак, называется багуа. Еще они очень хорошо связаны с 5 элементов. Все центры связаны с этим. Все религии, медицина, гороскоп, физиогномика и даже судьба мы читаем. Медицина. Сейчас очень важно то, что я поняла, то, что украинская физиогномика очень хорошо действует на этом здесь сейчас. Это момент выяснить человек характер. Да. И возможно ситуации угадать будущей ситуации случится по ее привычке, характер, что-то решение делают. Но по-нашему это китайские физиогномика, называется мейсян, очень интересно не то, что не просто так. Еще можно выяснить то, что после 30 лет, еще после что там еще больше несколько лет, даже может быть то, например, я могу сказать так. Мне очень интересно, вы поделила по-украински физиогномика, поделила лицо на 3 части. У нас тоже есть, но у нас немножко по-разному, потому что у нас такая страна, мы очень уважаем религии. Даже любая страна религии. Это было в нашей крови. Поэтому мы, если настоящие культурные китайцы, носят как каждый человек очень по уважению. Поэтому на лицо мы тоже можно выяснить, как. У нас выше, чем брови, эта часть мы называем небо, небесный, судьба. А между брови до нос, это часть средний уровень, мы называем человеческий мир. А потом ниже нос, подбородка, мы называется земля. Поэтому можно выяснить, даже на лицо уже есть инь-ян, между ним человек. Очень-очень важно то, что мы не просто читаем это. Именно у нас лицо еще связано конкретно возраст. Ребенок, смотря лицо, не действует так хорошо. Из-за того, что у них лицо больше всего ребенка от 1 год до 14 лет смотрят ушки. Поэтому, если хочет читать ребенка физиогномика, мы больше очень мало процентов смотрим лицо. Особо ребенка перед 14 лет лицо меняется, фигура очень сильная. Поэтому мы смотрим очень важные ушки. У нас по инь-ян все знают, а как можно инь-ян действовать на лицо. Например, инь мы всегда знаем, это символ знак женщина, ян это символ знак мужчина. Поэтому если была девочка, когда она была маленькая, я смотрю на нее лево, это часть уши, начинается. Это мое право. Право, левый, правый эту страну, начинается от здесь 1 год. 2, 3, 4, 5, 6 до 7 лет. А можно еще раз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, поделить на 7 лет. Я вам скажу, такой опыт. В Украине у меня есть знакомых. Ребенок, красивая девочка, я смотрела ушки. Я спрашивала, это мама, что у вас с мужем отношения не было хорошо, когда ребенка около 4 года, до 3 года, до 4 года. Она сказала, да, мы уже сейчас такой возраст, мы уже развелись. А смотри, ее мама тоже самое ушки. Эту страну, то же самое около 5 лет до 6 лет. Мама и папа уже не вместе. Как выясните? Ушки мы смотрим, это место, где, знаешь, обычно, если ребенка очень подслушанный, ушки тут ровные, тут края ровные, подслушанные, и тут косточка, которая внутри, не трещит, выше, чем эти края. У нее получилось около 3 года, 4 года, это часто, знаешь, что не хватает? Кусочек моллюска, кусочек мяса, права.
Это значит, ребенка это возраст не хватало любовь от родителей оба. Поэтому ситуация случилась четко на этот возраст. И мама то же самое, около 4 до 5 лет это время тоже не хватало час, чуть-чуть ниже, чем этот ребенок. Поэтому мы называем средства. На самом деле это все можно убегать. Как? Если отношения родителей избегать, да, избегать это отношения. Интересно, если девочка, мы смотрим на эту страну, а мужчина, мальчик, начинает смотреть эту страну. Но важно, там примерно тут 7 лет, правильно? А тут от 7 лет от 8 до 14. До 14 лет для девочка. А мальчика наоборот, от 1 год до 7 лет, а эту страну от 7 лет до 14 лет. Это ребенка мы выясним через ушки. Еще возраст до 15 лет. Так, до 15 лет да, у деток поэтому, это ушки. Да, поэтому этой части у нас не хватало еще 14 лет. Поэтому тут части выясните человек от 15 лет до 30 лет. Это возраст. Чем человек очень хороший здесь состояние, свет, косточка трещит, чем, значит, человек очень умный. Еще плюс состояние как-то молодой, очень энергетический. Или могу сказать, более в своей работе добивается на своей работе очень хорошо. Если в этот момент мы не только так выясните, потому что только мы смотрим здесь. Если в этот момент еще ушки выше, чем брови, значит, человек уже как-то меньше, чем 30 лет начинает очень хорошо работать, добивается свои, как называется. То есть основной скачок в судьбе произойдет после 30 лет. Да, нет, очень важно, что ушки нужно выше. Если ушки выше, чем это брови, эта часть, значит, уже начинает добивать своей жизни от 20 лет до 30 лет. Мне всегда интересно, вы знаете, Эйнштейн. Четко, у него ушки выше, чем брови. У кого? Эйнштейн. Знаешь, это Эйнштейн. Эйнштейн, да, баба. Я по-китайски Эйнштейн, по-китайски говорю. Но у него ушки это четко выше, чем... Это надо, чтобы отверстие ушное было выше, чем бровь. Выше, тут. Тут выше. Не, мы смотрим по отверстию или по вот этому, или по вот этому. По этому. Чтобы вот это было выше. Выше, чем брови. Вы видите, я прям примерно на свое лицо. У меня не получается. Как-то я перед 30 лет сейчас заболела, и всегда, знаешь, свои здоровье не позволит. И даже могу сказать, и ум не позволит себя это добиваться своей это. Я только после 37 лет, как моя учитель сказала, я начинаю. Именно 37 лет, 38 лет, ну, я не стесняюсь говорить свой возраст. Сейчас начинается, в этом году. Очень интересно мне, всегда хочу вам сказать, почему именно эти 3 части очень важно. И мне очень интересно, вы поделили это от рот, от во рту. Это по баллам линии, поделили на 3 части. У нас чуть-чуть отличается, что от после нос, то здесь это... Я уже назвала земля. Но это 3 части, еще есть 3 знака мысли. Например, человек около 15 лет до 30 лет. Еще 30 лет до 55 лет. 55 лет до конца жизни. Давайте на конкретном примере. Да, давай, вот на Але пока... Да, вот, к примеру, что у меня мои клиенты спрашивают, да? Какие главные мои преимущества перед другими людьми, да? Вот, допустим, нас есть тут 3, нам надо как чистый лист себя с кем-то сравнить, да, насколько я белый, я в оттенок серого или в какую сторону я ухожу. То есть у каждого человека есть выдающиеся черты лица, да? Например, если у меня большие глаза, что у меня еще такого выдающегося? Возможно, брови густые, да, могут сказать. И круглое лицо. Да, вы не сказала, Алла называется круглое лицо. У меня больше круглое лицо, чем Алла. Да, но в наших широтах для меня... Ну, в общем, определите мне мои главные черты, которые помогают мне в жизни, да, или преимущества, да, конкурентные преимущества мои перед кем-то. Возьмем среднего украинца. Мы все знаем этот главный портрет. Да? Конкретное преимущество в чем? Мы говорим про какой контекст, про какую зону действия. Надо задать конкретный вопрос, да? Да. То есть можно прочитать в этой книге что угодно, но нужно понимать, какой вопрос. Да. Хорошо, какой вопрос?
Кем я могу быть в этой жизни? Все понятно, хороший дизайн, интуиция хорошая, из-за того, что глаза крупные. Но это то, что из-за крупные глаза не просто так мы называем крупные. Крупные глаза есть разный вид. Если крупные глаза, а зрачок в середине, а 3 места видно первой части. Если крупные глаза, очень большой зрачок. В эмоциональную сторону, а у него в логическую размышление, да? У него лицо, могу сказать, не чистое длинное, но более квадратное. Не лицо, именно глаза. А Алла более длинная и чуть-чуть круглая. Если эта ситуация тоже есть объяснение, например, человек более эмоциональный, более откровенный, более, как называется, веселый. А у вас более, знаешь, как мужчина, очень все начитано по цифрам. Более к этой части. Айтишник. Я? Что-то про цифры, что-то про просчеты, про что-то... Не совсем так, как Ли Синда, Гай Синда. Очень чувствительный, очень более... Мне не хватало словаря. Можно я заберу? Да, пожалуйста. То есть мы говорим о том, что в украинской физиогномике есть градация, глаза есть, глаза большие, глаза маленькие, да? В китайской физиогномике есть еще мельче сетка. Зрачок по отношению к белку занимает больше или меньше пространства. Есть 2 белых части или 3 белых части, или 4. Да, я знаю людей, у которых вот зрачок, он такой маленький и в белке вообще купается. Да? Потом есть узкая посадка, широкая посадка. Здесь тоже есть. Да. У нас в украинской технологии есть глаза большие, маленькие, глубоко посаженные, выставленные вперед, которые ровные, тянутся сюда к центру лба, тянутся внешними краями к виску, круглые, сливовидные, панорамные. И каждый из них означает... Широко посаженные, близко посаженные. Контакт. Какой контакт они? Означает, как человек воспринимает вообще, то есть каким образом он охватывает внешний мир. Внешний мир, да, и, соответственно, как он с ним взаимодействует уже на выходе. Окей, хорошо. Там вот слово, которое про меня вот сейчас вот Нина хочет перевести, я хочу его услышать. Интернет я не могу подключить. Да, ну окей, тогда давайте продолжим. У меня вот еще вопрос. Есть 5 символов, которые участвуют в обязательном в описании человека. Это какие символы? 5 символов. Это 5 элементов. 5 символов. Смотри, на лицо у нас тоже есть 5 элементов. Как я вам объяснять через лицо? Смотри, в юге всегда все знают, почти мы все знают, там более жарко, горячо. Поэтому у нас по 5 элементов на лицо это часть вверх, это юг, потому что ближе к солнцу. А ниже парадок, тут, где у нее перед тут место, конечно, север. Левый и правый это запад-восток. Эта часть не просто так, мы называем 5 кора. Почему именно 5 кора? Вы заметили, если правильное лицо или более правильное лицо, у этих частей всегда выше. Например, самый в центре, самый выше, это человек сердце, мы называем. Каждый человек нос все выше, чем лицо. Это то, что у человека около. Мы называем, Бог дает каждый человек шанс одинаково. Почему? Потому что все нос выше, чем это лицо, и нос тут часть связь, это возраст 45 до 50 лет. Так что все у вас бывает шанс. Чем нос выше, большой, тем у вас добивать в своей жизни возраст около здесь. Поэтому, например, у кого-то бывает такой момент, нос не такой простой, не такой высокий. Даже если бывает какой-то авария случится, нос вырезали или что-то там случилось, это тоже изменение своей жизни, удачи или будущего. Меняется судьба. Поэтому, смотри, первая гора это южная гора и северная гора. Запад-восток гора, а в середине мы называем земля. Поэтому, значит, 4-5 элементов, все тут можно видеть. В середине земля, я вам всегда сказала,
в 5 элементах всегда в сердце и середине это земля. Потому что сердце и земля мы называется мать, мама. Потому что земля дает все силы. Как ваша земля связана 5 элементов желудка. Желудка всегда дает хороший качественный кровь для держаться все внутри органов. А еще есть дерево, металл, огонь, вода и дерево и земля. Это, смотри, юг это огонь. Юг это огонь. Огонь, да. А потом север это северо это вода. Север вода. А потом, так сказать, запад, да, по-русски, запад. Да, запад это у левой стороны. Восток. Юг, 上北下南, просто по-русски я плохо знаю. 上北下南左西右东. Это восток здесь. А там восток. Да, восток, тут запад. Точно, тут запад. Поэтому лицо тоже связано элементы. Так, а где, то бишь, вот здесь огонь, здесь вода, а дальше? Дальше тут железо. Там железо, там дерево, да. А по центру земля. Земля. Угу. Поэтому эта земля часто не только называется мать, еще очень важно. Земля дает силы. А по нашей жизни, что именно носит, именно как мать дает нам силы? Карман, деньги, богатство. Поэтому смотрите человека богатство в середине носа. А вот если посмотреть у меня, какой основной элемент у меня? Все человек есть. Могу все. сказать, А есть какой-то основной, который выделяется больше всех, или такого не бывает? Бывает. Смотри, на него лицо очень-очень важно. Всегда вы увидите нос выше, чем всех. Знаешь, даже мне очень нравится, можно убирать, просто у аппарата тут плохо видно. Тут часто связана вода. Это значит, если чем парадок тут большой, тем что вода больше. Вода связана какой орган? Почки. Значит, почки состояние лучше. Еще очень важно, значит, человек, который родилась здоровый, крепче, чем обычно. Потому что почки связаны с силой жизни, дает силой жизни. Поэтому почки связаны, почки родилась, когда человек родился, от родителей получит конкретно жизненные силы от родителей. Именно они всегда хранят в почке эту страну. Если мы можем видеть человека, очень важно. У вас очень хорошие ушки. Почему я так скажу? Все знают ушки. С гордостью связанный орган печень. А печень состояние, как родились, когда родились, родители дает силы, как у него организм, если смотрю, очень крепкий, чем обычный. Вы сами знаете, крепкий организм. Еще очень важно, вы заметили, ушки как ребенок. Голова это здесь. Это тело. Да. Так, наоборот, как когда в мамином животе ребенок всегда так лежит. Я вижу. Даже носики, голова, все есть. Молчам. Еще очень важно смотреть, человек организма крепче, или можно такой-то в жизни что-то ситуация случилась необычная, или какой-то, прости, я так говорю, беда. Как он носится к этого, иммунитет носит к этому, нормально или нет. У него более хороший. Если вы заметили, у нас эти 12, кроме 3 зоны возраст, небо, земля и человек, еще эти 12 гун, это 12 зоны. Тут называется диэгун. Между глаз тут диэгун. Чем нос тут выше, тем защита. Встретил момент в жизни изменений, можно спокойно пережить. Чем выше здесь. Да, чем выше здесь. И еще это выяснит, что человек очень доверяет своей интуиции, очень сильно, доверяет себя. Например, если что-то ситуация в жизни случилась, какой-то большой болезнь, какой-то большой болезнь, очень серьезный, но он можно носить это более спокойнее, чем человека чуть-чуть тут не хватает, чуть-чуть ниже. Это еще зависит от человека, еще очень связано с человеком, то, что я доверяю своей силе, я могу пройти через эту плохую ситуацию. Поэтому мы называем это гун диэгун. То, что диэ это 2 слова, или полезно, или ситуация плохой случится.
Поэтому даже мы часто говорим, если девочка с такой длинный нос, высокой, чуть-чуть выше, но всегда в китайской религии идти надо в меру. Не надо сильно высокий и не надо сильно низкий. У меня более низкие, поэтому 30 лет, перед 30 лет часто заболела. Это значит, надо в меру. Если человек, например, нос очень высокий, бывает, знаешь, такой кора, сбоку смотри, кора. Такой человек бывает отношения очень жестких характера, не дает человеку, очень трудно принимать человека совета. Но это тоже плохо, потому что это слишком, а нету, это тоже слишком, а в меру это очень хорошо. Это то, что мы часто говорим. Либо я прошибаю обстоятельства, которые идут ко мне, да, либо я слишком их принимаю в себя, да? Да. Но часто я советую, тоже надо в меру, женщина нельзя слишком высокий нос, даже как у него. Мужчина это хорошо, потому что это значит, мужчина добивается со своей работы, очень получается. Если женщина с такой нос, более, могу сказать, как-то дома, как хозяин. Как хозяин. Такие женщины очень более трудно найти свои половины. Так, что у меня на носу? Подожди. Так, у меня основной элемент вода. У меня. У тебя хорошие почки, крепче, чем обычно. И нос в середине желудка хорошо. Это значит, у вас, давай так, связано с 5 элементов, это земля. Земля, знаешь, дает жизни, силы, дает тебе деньги, чтобы жить, дает тебе богатство, чтобы ты хорошо жил в этом мире. Они дадут, как мать дадут. Поэтому связь с носами. Нос. У тебя нос выше, значит, то, что у тебя в жизни получается или нужно, у тебя все есть. И вода. Вода. А вода что дает? Вода дает то, что состояние почки. Еще вода связана, это часть, я сказала, после 55 лет до конца жизни. Чем тут выше, тем человек, когда стареет, богатство, счастливое, и внучки, семья счастливая. Чем здесь выше, да? Не. Вот здесь. Можно, у вас баллада не увидит, здесь. Поэтому и называется... Чем оно вперед или чем оно... Чем вперед. Знаешь, как кусочек мяса тут лежит, торчит. А чем больше, да? Тем лучше, да. Еще, если богатство, мы еще увидим то, что, например, мы читаем, деньги не все можно лишить. Например, дома, если бабушка можно видеть свои внучки до 5 поколений, это тоже называется счастливо, потому что большая семья. Семейное счастье. Тоже называют богатство и счастливое. Поэтому это еще зависит от ширина. Не только глубоко большая тут шишка, еще плюс ширина. Чем шире, если вы заметили, упутанное лицо, четко, очень большое здесь, еще очень широкое. Да. Чем широкое здесь, тем люди, которые легко принимают. Так что, я буду богатой или нет? Я не могу сказать, из-за чего вам скажу. Очень китайские это религия, очень аккуратно, потому что лицо всегда меняется. Если до 55 лет или еще дальше, Алла начинает поправиться, лицо этой части появится щечки, мы называем тоже кошелек, держит. Знаешь, лицо мы там держим, деньги держим, или богатство держим, счастливые мы держим. Запасы. Поэтому я всегда советую, девочка, не надо слишком худенькая. Но у Аллы состояние чуть-чуть по-другому. Почему? Это то, что, знаешь, если обычный, она особенная. Не то, что она особенная, у нее элементы особенные. Такая человек особенный. Девушка худенькая, дерева элементы очень много. Из-за того, что дерево контролирует большей части у нее характера, она обязательно добрая. Поэтому эта ситуация чуть-чуть разная. Например, мы считаем человека добрый или нет, во-первых, очень хорошо надо смотреть глаза. Глаза то, что не знаешь, бывает люди на другой человек смотрите, люди глаза немножко летают. Куда летает, я не могу прямо на тебя смотреть, я глаза летают. Такой человек по характеру, то, что неспокойный, во-первых, и то, что не можно, например, постоянно что-то делать, начинается до конца. Не доделывать до конца. Да, я что-то сделала, потом сразу менять другой, по интуиции, по характеру. Я фиксируюсь, и пока я не закончу, пока я все 3 модуля не пройду за год. Еще мы часто говорим, очень важная часть, то, что смотрите на нее лицо, нос. Почему я так говорю? Бывает, это нос не просто связан с позвоночники, состояние, еще связано с людьми, которые судьбу. Как у нас недавно, это даже
полгода назад один известный физиогномика китайца рассказывал, он заметил то, что один очень известный монах, который в Китае, мой учитель, и у него нос поломанный. Ведь когда не видели, если человек, который нос поломанный. Именно у нас специально есть картинки, там написано разные места, связаны разный возраст. Если этот человек попасть в этот возраст, где лежит у него поломанный нос, это значит, это большой ситуации, момент, период случится в них жизни. Перелом жизни конкретно в этом возрасте. То есть, если мы знаем, что у нас на лице есть зоны, которые отвечают за конкретный возраст, в этом месте у меня будет искажение судьбы, я должна быть очень внимательна. Да? Это условно, как у меня есть сценарий, и я знаю, что в 35 будет штормить. А тогда вопрос, Нина, можно? У меня дважды переломанный нос. Вот, я не знаю, где он. Ну, где-то вот здесь он дважды переломан. Смотри, это что означает? Я уже вижу. Сейчас у тебя возраст, можно узнать, сколько вам? 34. 34. И все, сейчас судьба именно у озера лежит на глаза. Поэтому чем сейчас у тебя глаза, тем лучше светит. Состояние хорошо, тем у тебя больше удачи. Например, на работе все хорошо, состояние. Но когда это возраст идет сюда, наверное, около 44 года. Начиная, или 45 лет здесь. Аккуратно ситуация в жизни. 45 будет какой-то переломный момент. 44-45. 44-45. Да. Поэтому то нос мы называем до 50 лет. Поэтому тут еще 5 лет. Сейчас. Я хотела найти это картинки, то, что у нас... Мы можем внизу под видео выложить картинку, где конкретно отмечаются зоны и возраста, но давайте тогда к действиям. Я знаю, что в 45 Саша будет штормить. Я человек добрый. И я люблю планировать. Я Сашу обложу подушками и не выпущу из дома. 30. Что делать человеку, когда ему... Да, вот что мне делать? Как готовиться? Ага, очень интересная картинка. Что мне делать? Как проживать этот период? У нас очень интересная китайская религия всегда. Например, все люди, много людей учатся, называется Идин, это книжки великие. Идин первой страницы называется ключ, открывается все религии в Китае, и Идин ключ тоже стоит там. Одно выражение. Добрый человек, добрые поступки, добрая душа, и добрая судьба будет. Злой человек, злой поступки и плохая судьба. Поэтому, знаете, это самый важный ключ. Вы знаете, что это момент, что случится. Как подготовить этот момент? Даже если у вас тут перелом, из-за того, что у вас тут широкая, высокая, значит, у тебя тогда или перед этим, у тебя будет, называется, гуйрен. Человек очень сильно тебе помогает. Или ведет тебя на правильный путь. У тебя всегда перед этим момент есть человек, который ведет тебя на правильный путь. Или случайные слова, или случайный момент, или случайное действие помогает тебе. Поэтому надо это знать, хорошие поступки, получать хороший результат. Даже вперед, надо прямо на этот момент, твои решения, действия получат другой результат. То бишь, ситуация развернется в зависимости от того, как я себя проявляю в этом мире. Да. Как например, ты прожил предыдущий период. Я не на вас, например, если эта ситуация, например, отзыв, какой-то большой перемены есть, но перед этим несколько дней я не замечаю, я уже забыла, что в этот момент, например, я что-то сделала, например, ребенка в больнице, очень сильно нужна помощь, кровь. И в этот момент я пошла. Но дает кровь. Получилось то, что в этом году я должна что-то случиться, у меня какой-то период, как будто я сама ничего не делала, как будто я заболела. И никто, кто пошла, но как будто сам себе начинает вылечиться. Или например, какой-то аварий должны случиться, тебе напуганная, например, машина прямо перед вас, очень ближе остановила. Но если не более в этом году ты не сделал что-то хорошее решение, помогать других людей, возможно, эта машина действительно будет остановить тебя. А если перед этим году то, что ты сделал хорошего, случайно или не случайно, но результат получила, машина перед вас остановила. Но вот все равно напуганный. Но это дает тебе, чтобы вспоминать этот момент, поступила. Но ты более гладкий прошел.
То есть судьба предоставила тебе урок, но ты его прошел мягче, благодаря тому, что ты заработал себе дивиденды на добрых поступках или на злых. Если ты вел себя плохо, то в такие моменты шторма тебе будет тяжело. А если вел себя хорошо, помогал другим, не участвовал в убийстве. Был вегетарианцем, я к этому клоню. А это очень важно, Алла говорит. Если ты успел спасти чьи-то жизни, помогать другим, вот именно чистосердечно зарабатывал себе положительную карму, в момент того, когда тебе предстоит шторм, ты будешь крепче и легче пройдешь эти испытания. Правильно? Правильно. Очень, я знаю, насколько все религии, почти все говорят одно слово – благодарение. Благодарный. И почему именно это слова очень важно, подключается любой ситуации, то, что ведет в хороший путь. И за то, что ничего не можно важнее в этом мире, важнее, чем жизнь. Тем то, что ты спасала больше жизней, чем ты получишь это благодарение, тем больше. И за это хорошей силой тебе как запретит очень такой, знаешь, аура, чтобы тебе защищать. А можно еще вопрос? Вот эта часть, о чем говорит вот эта вот часть под глазом? Эта часть называется цзинюгун, связь с ребенком и внучки, это поколение, ниже поколение. Бывает у несколько людей, и тут начинается синякам. Это очень плохо для девочки, потому что девушка, если хочет родить хороший ребенок, более здоровый, крепкий ребенок, нужно тут состояние хорошо. Но тут еще очень важная часть. Хочешь заслужить хороший ребенок, теряешь хорошие поступки. Это можно меняется. У меня вот синяя, да? Да. Синяя. Вот что говорит Понятно, поздно спите или много работаете перед компьютером. Не, ну это мы и так знали. Есть еще какая-то информация? Есть очень важная информация. Почему я так? Это связь с другой зоной, которая у вас зоны никто не еще касалась в украинской физиономике. Это что? Именно ваше лицо, этих частей и специальный символ знак можно объяснять человеку, насколько хорошие поступки делала, никого не знала. Секрет. Когда у кого есть этот символ знак, значит, даже у тебя плохой организм или ситуация будущая случится, всегда нужно всегда бояться человека, чтобы можно тебе спасать, или поддержка. А можно еще раз? О чем мы сейчас говорим? Этот знак, значит, человек много раньше или в прошлом жизни много хорошего сделала, мало людей знало. Как знак у меня это? Я, например, у да. меня такой знак? У вас есть. А как его, можно показать, чтобы я хоть Хорошо, это зрители увидели наш... Это цвет, это толщина кожи, это впадины, это метки, это что? Как вот? Ага. Или так. Или просто это у меня такое уже? Да ладно. Что, у меня такое прям? Почему? Я всегда говорю, не надо специально делать там красивое лицо. Это самое богатое, то, что у вас есть, когда вы переделаете морщины, все они уберут. У нас был вопрос от подписчиков по поводу морщин. Расскажите про морщины, которые вокруг глаз. Вот сейчас конкретно задели тему, что морщины вокруг глаз указывают на... Это секретный знак, символ знак. На секретные знаки, которые показывают, были ли у вас телохранители, ангелы-хранители. Можно так сказать. Наставники, которые, как поводыри вас в этой жизни. Но у Саши есть. Да. Но важно то, что не то, чтобы сделать хорошего. Важно, если хочешь это все действовать, лучше никого не знала и не сказать. Но очень важно, мы называем это глаза, например, но морщин это уже другое дело. Они лежат здесь. Мы здесь и здесь зоны разные. И еще здесь. Это 3 зоны. Это связано с отношения жена или своя любовь. Можно так сказать по-русски, да? Это связано с ребенком. Это связано с вашим богатством земля.
Раньше люди это зона было очень важно, потому что земля это да, недвижимость. Но сейчас что связано? Не земля, квартира, офисы. Наличие квадратных метров собственности. Чем тут широкая, тем тут свежее, ну цвет свежий, блестит, еще тем здесь, могу сказать, без ямы. Еще, знаешь, кожа хорошо растет. Тем люди, которые получить родители средства дает, там земля или не земля, или квартира, или недвижимости больше, чем другой человек. Поэтому я вот почему часто говорю, в вашей стране я видела, больше всего тут часто меньше. Меньше, чем китайцы. Люди бедные в нашей стране, нет. Нельзя так объяснять. Важно, как объяснять. Ваша страна, если вы заметили, китайцы характер, ваша страна более немножко чуть-чуть отличается. Китайцы более скрывенные, не более откровенные, во-первых. Второй. Более откровенные? Ваша скрытые. Страна. У нас более откровенные. Откровенный, открыто. Еще второй. То, что ваша страна, люди живут сами по себе, не хотят зависимости кого-то. Вы заметили? Сами по себе? Сам по себе. Могу сказать, даже через нос можно выяснить. У нас то, что как европейский нос, очень более мало. Поэтому у нас сам себе добивается по сам очень меньше. Больше всего все знают китайцы. Китайцы любят хранить деньги в банке. Аккуратно. А ваша страна любит то, что использует деньги, чтобы тратить на путешествовать, на расслабленный или на бизнес. Поэтому даже через традиции это можно выяснить. Ваша страна люди больше любят сам добиваться, сам начинается. А в нашей стране больше люди, которые любят то, что получить от родителей. Или сидишь и ждешь, но не всегда, да, и не все так. Но более такой, как сказать, аккуратнее, чем другой, чем ваша страна. Если у вас есть деньги, вы сразу тратите на это, даже не задуматься, тратите на бизнес что-то. А у нас более, знаешь, аккуратно, скрывен, подумать, надо тратить или нет. Возможно, это не получается. Знаешь, конкретное решение более аккуратно даем. Поэтому могу сказать, из-за того, что ваша страна, люди тут меньше, то, что ваша страна, люди больше всего, могу сказать, я сама работаю и получу деньги. Я не кушаю родителей и не сижу на родителей шее. То есть мы самостоятельные, мы не хотим никому принадлежать, мы сами себе господари, у нас свой маленький двор, мы сами для себя, мы не хотим ни с кем объединяться, ни в какие колгоспы, ни в какие объединения социалистических стран. Мы всегда выходим из всего, потому что... Поэтому и называется «сам начинать добивать своей жизни». И поэтому в Верховной Раде Украины меньше всего представителей украинской нации. Потому что все сами, никто ни с кем не дружит. Поэтому, например, я тоже не могу сказать про 100%, но я очень уважаю, потому что люди умеют, сам хотят добиваться своей жизни, хотят начинать. Не ждешь, чтобы родители дают. Даже бывает в вашей стране, если что-то родители есть, ребенок даже не любит принимать это. Бывает. У меня есть друзья, даже родители квартиры, они не хотят ребенка, но не хотят принимать. Хотя у них они снимают квартиру, но все равно не хотят принимать родителей этой квартиры или дома. Сидеть на шее у родителей. Да. А скажи такой вопрос. В Китае все знают физиогномику? Не все. Это довольно не все. Ну вот у нас это редкость. Вот прям совсем редкость, да? Хотя вот с каждым годом все больше и больше людей обучаются и сами начинают преподавать. А вот в Китае это как? Это каждый 1 из 100, 1 из 1000. Насколько много? Все-таки у нас это только появилось. Вот в таком более-менее организованном формате. А в Китае насколько это распространено? И кто обязательно должен знать физиогномику? У нас, кроме людей, которые интересуются этой физиогномикой, найдет в интернете тоже эти занятия, если хорошие мастеры, даже бывает семейные заниматься этим. Так как? Семейные, посредством. Семейный бизнес. Ага. Знания передаются от отца сыну. Да. Или по женской линии. Это не обязательно. Не обязательно. Очень важно то, что сейчас люди начинают понять это части своей жизни, это не полностью. Поэтому сейчас больше всего благодарю, это наш последний президент сейчас стоит, он чистый буддизм.
Он сейчас начинается, дает страна просыпается, которая вернется, то, что раньше, там 50 лет или сколько лет, мы уже потеряли много религий в Китае. Мы начинаем собирать их вместе и начинается учиться, и понимается, и начинает цениться эта религия. Потому что у нас религия не просто знание, а это опыта. 1000 лет, или больше 5000 лет, или что еще древнее. Это опыт можно через много поколений проверяли. Ошибка очень вероятна, очень мало. Поэтому это мы называется не просто узнать это, люди начинаются, это все меняется. Я вам сказала, это все абсолютно лицо меняется. Здесь смотрите, человек 10 лет назад и смотри сейчас. Изменение есть, значит судьба от этого, от своей поступки уже начала меняться. Но я знаю то, что иногда необходимо работа, нужно выяснить, например, на человека, если он не очень хороший, но тебе дает ответ, ключ тебе давал. Как можно это все изменить? На первый шаг я всегда говорю, почему я это разные у меня клиенты, я часто говорю, потому что, смотри, то же самое же, спасать жизни – это самые добрые дела. Не то, что спасать человека жизни, пожалей даже курочка, рыба, этих животных. Быть вегетарианской самое лучшее, то, что спасать жизни. Если один человек целую жизнь не кушать мясо, быть вегетарианским, представляете, сколько жизней от него спасает. Это случайные поступки, но получили результат самый идеальный, хороший. Даже могу сказать, в Китае много людей, которые больше чем 100 лет, они всегда вегетарианские. Поэтому это очень хороший договор. Есть ли какие-то правила для физиогномиста в Китае? Чего нельзя делать? Есть. И кого не берут в физиогномисты? Кого не берут? Или какие последствия для тех, кто станет физиогномистом? Это, честно говорю, это все были правы, и почти все китайцы знают. 3 человека, 3 разных типа человек. Во-первых, человек скоро умирает. Мы можем через лицо увидеть, и угадать, и почувствовать. Поэтому... Но говорить нельзя. Нельзя. Нам это запретит. Нельзя принимать человека, делать ему физиогномический разбор, если у него близится смерть. Почему, я вам скажу, могу сказать это откровенно, но это, конечно, будет очень много людей задуматься. Именно много человек, когда не увидели свои полезные, то какой-то стать, они могут жить больше, чем год. А когда они услышали от доктора, у меня недостаточно какой-то полезный, серьезный, они, наверное, только неделю можно выжить. Знание того, что какой у тебя диагноз, и тем более, если это смертельный диагноз, приближает смерть, потому что возникает чувство страха. А это значит... И убыстряется время прожития собственной жизни. Эмоции, мысли и добрые дела, и это благодарение можно менять. Поэтому в Китае буддизм очень часто делает такой ритуал спасать жизнь, рыба, морепродукты. Даже, могу сказать, птичка, черепашка, змея, мы все спасаемся. Потому что это часть ритуала, чтобы получить. На самом деле не надо думать, чтобы получить. Когда вы делаете, это вы уже получили эту энергию. Хорошо, какая вторая категория, кому нельзя... Еще очень важно то, что у нас 2 типа. На края человек, очень плохой человек и очень хороший. Именно люди, которые серьезно занимаются духовной практикой. Например, монах. То, что, например, ты можешь видеть лицо какого-то монаха. Почему он, наверное, около 40 чем-то лет, он должен умирать. Но почему он сейчас живет? Это значит, судьба не можно контролировать их. Только в середине человеческого мира, в середине, в мире, в этом мире, можно под физиономикой или китайский месяц контролировать или выяснить. Но края, или очень плохой, или очень хороший, мы не можем. И не получается правильный результат. Я не могу, например, много мастер скажет, почему этот человек я вижу по-другому, а он сейчас монах, а действительно у него поступки говорит разные слова и все отличается чем то, что я могу его выяснить, потому что то, что знания уже не можно их контролировать. То бишь, если человек очень хороший, не могу сказать очень хороший, лучше, знаешь, к духовной практике. Кто занимается духовными практиками и прокачивает свою духовную сущность, духовный мир.
им нельзя делать Или физиологическую... очень добрый. На лице у них изменены маркеры настолько, что они не отвечают действительности. Реально не случится никак. То есть, чего не случится? Реально не случится. Например, это мастер, который раньше я смотрела, он тоже физиономика известный. Он смотрел мой учитель. 45 лет, должен какой-то большой период, который мои учители можно покинуть. Совсем. Он не живет сейчас, не должны. Хотя ему сейчас 94 года. Он монах. И он каждый день 4 часа, не меньше, чем 4 часа сидит перед камерой. Через видео занятия дает столько своей мудрости, знаний. Он стал очень известным в мире, по видео занятия преподает. И у него студентки в Измире. Это очень известный мастер. Хотя этот мастер сказал то, что он не должен сейчас жить даже, потому что у него большой переломный нос. А нос, это место стоит прямо на 44-45 лет. Это место. Здорово, я поняла. Я была на фестивале Бхакти Сангама, кришнаитский фестиваль, да, ведический. И я пыталась, владея физиогномикой, понять, кто все эти люди, потому что у них маркеры такие, будто бы они должны в тюрьме сидеть. Вот все. Но я смотрю, и при всех маркерах я чувствую от него добро. Мало того, что я вижу, что он добрый, при том, что он еще ходит как урка, да, вот все зажимы в теле у него остались, у него дети, у него жена, дети 4-7 лет, и причем 5000 человек. И вот этот разброс, то есть я просто смотрю и понимаю, я бы должна была бежать бы от этого человека в темном переулке. Ну, не так сказать, чтобы я хотела с ним прям общаться, но по физиогномике читаю маркеры и не сходится. Вот просто подождите, давайте здесь я прокомментирую. Дело в том, что вот эта вот характеристика, скошенный лоб, густые брови, глубоко посаженные глаза, может там еще мощная челюсть, тонкие губы, да, чаще всего встречается в криминальном мире. Но также чаще всего эта характеристика встречается и у следователей, которые занимаются уголовными делами. Собственно, эти все ребята играют в одну игру, только по разные стороны баррикад. Собственно, это не значит, что человек прям злой, плохой. Это значит, что он импульсивный. Это значит, что он живет в моменте. Это значит, что он крайне смелый. Да? И вот поэтому, собственно, он там, может работать в полиции, а может работать и не в полиции. В свое время Ламброзо сделал такую ошибку, когда написал книгу «Портрет преступника». И действительно, он взял лица только преступников и вот нашел, да, вот лицо, которое я вам только что описал. Но, скажем так, говорит, что все люди такого типажа преступники неправы. Ну вот возьмите Сергея Шнурова, лидера группировки «Ленинград». Вот примерно этот портрет, но довольно-таки творческая, интересная личность. И, может, подбил себе печень и поломал пару стульев и гитар, а в общем и целом радует всех окружающих. Так что внимательно трактуйте физиогномические маркеры. Окей. Собственно, в Китае, опять-таки, не все знают физиогномику. А вот в силовых структурах, в полиции знают физиогномику? Изучают или не изучают? В полиции, честно говоря, у них есть специальный мастер заниматься, если нужно. Это специальный мастер. У них есть, да, есть мастер заниматься этим. Но больше всего это более частный. Просить что-то выяснить человека. Возможно, обманывать или какой-то возможный поступки делать или нет. Поделить несколько человек, как выяснить, кто это сделал плохого. Ну, как выяснить результат. Но не всегда и не всегда использоваться это. Ты когда смотришь на человека, ты видишь больше его здоровья на лице, состояния, или ты видишь больше его характер? Честно говорю, я занимаюсь, как мой учитель, за пределы я заниматься это, хотя я училась, из-за того, что моя судьба ведет то, что заниматься медициной. Это всегда целители так делают. И ведет мне выше к этому пути, выше, чем целители. Это духовная практика. Поэтому, когда вы учили все знания,
Первое время вы начинаете часто использовать, когда иди на улице. Мгм. Учиться до какой-то уровня. Все эти люди, которые занимаются там целители, там физиогномика, или китайский, или что-то еще, они ведут все на конец точка духовный. Поэтому люди начинают учиться использовать до какой-то уровня, начинают бросать. Потому что они знают самый важный ключ – свои поступки. Мгм. Поэтому ты держишь свой ключ, вы человек хороший, плохой, уже не важно. Можно общаться или не можно, тоже не важно. Потому что ключ, добрый ключ, держаться вашими руками. Твои решения, когда человек добрый, ведет вам к себе тоже доброй энергии. Так что у нас ключ на руками, мне уже не важно, как вы выглядите, важно то, что я к вам по-доброму. Мгм. Ага. Поэтому это путь. То бишь Духовный. уже не важно, кто ты, важно, кто я. Окей. Сейчас был какой-то у меня вопрос. Все-таки у нас спрашивали, как определить доброго человека, да, и злого человека. Можно Как легко это можно определить? Честно говорю, это через лицо можно действительно не можно сказать, человек добрый или недобрый, потому что мы только вычитаны то, что поступки возможны, на сколько процентов возможно случиться. Поэтому часто говорю, если человек, который делает часто добрые дела, на лицо, как у вас, Мгм. появится символ знак. Мгм. Даже если еще очень символ знак, можно поделить человек, который находится здесь. Можно? Да? Нет, вот. Начинать здесь. Это линия. Бывают короткие, бывают длинные, бывает четко видно, бывает тоненькие. И что это означает? Это называется 破权线. 破 это ломать, 权 это власть, это 线 это линия. Почему я могу сказать это слова, не могу сказать хороший или плохой? Смотри, ситуация, если у тебя возраст около 30 лет до 50 лет, это время. Мгм. У вас появится такой линии. Если у вас для вам очень важно власть, возможно случится ситуация, которая получит эту линию, вы поделяете это власть. Что делает власть? Как сказать, Потеря поделяется. власти. Или, например, кто-то был директора, а потом этот момент какой-то отзыв начинает поделять все. Мало людей его слушают, или вообще да, потеряли все У меня время. есть такая машина? Нет, вас нет. Нет. Но по другой ситуации мы смотрим, хороший или плохой, мы еще можем выяснить человек, то это возраст или 30 лет до 50 лет начинает бросать все в жизни, то, что он получит. Почему? Это очень важно, потому что если он понимает, помогать людям нужно все дает. Он хочет поделить все то, что у него есть, поделить всех. Поэтому у него появится эта линия. Не значит это плохой, значит это наоборот хороший. Мгм. А если вот эта машина идет вот так вот через щеку на челюсть? Но это редко случится, потому что обычно именно одно такое случится. Если это четко, значит этот человек часто случится чистый мастер духовный, потому что поделить все то, что у него есть, дает все, и ничего не хочет. Поделить свои все богатства, поделить все, для всех. И идет место, где там храм и что-то. А в украинской физиогномике что такая морщина? Ну, эта борозда? машина означает, что... Сейчас давайте мы ее нарисуем, чтобы она... Вот так примерно. Глаза, да. Вот мы говорим, морщина идет от глаза через щеку, опускается на челюсть. Да. В китайской физиогномике это тот, который в духовной практике все отдает, да? Необычно. Например, если люди, которые эти люди не занимаются духовной практикой, он будет потерять все то, что у него есть. Поэтому ужас. Даже в конце жизни. Ну, тут в чем-то похоже. Дело в том, что здесь у нас 3 зоны соединяются. Мгм. Глаза – это цель. Дальше здесь у нас щека. Мгм. Щека – это энергия или запасы человека. Ну, собственно, чем больше щеки, да, тем больше там есть. Челюсть, а точнее желвак. Вот здесь у нас жевательная мышца, ну, которая сжигает энергию.
здесь у нас воля. И получается, что если у человека просто появляется вот такая складка от желвака к щеке, от воли к энергии, это значит, что он привык все свои запасы сжигать. Вот такая складка появляется вот здесь. Да? Это человек, который привык в какой-то ситуации, от него требуется максимально все, что есть, отдать. Это люди, которые привыкли преодолевать большие сложные препятствия, какие-то лишения, да? Спортсмены, люди тяжелой работы. А вот это получается, что ради какой-то поставленной цели, глаза ставят цель, ради какой-то поставленной цели я себя бросаю на лишение. И это считается жесткая морщина, потому что, во-первых, цель не всегда бывает правильная, не всегда бывает экологичная, да, не всегда бывает как эффективная какая-то цель. И это первая история. Вторая история, что если человек привык себя бросать на такие лишения, значит других людей он вообще очень легко бросит на такие лишения. То бишь он их так вот щелчком, да? И, наверное, если говорить про духовного человека, это одна история. Если говорить про предпринимателя какого-то, и даже не про предпринимателя, а про политика или про военного, то это плохо. Почему? Потому что такой человек, получается, будет массы людей отправлять на верную смерть. То есть он в материальном мире сжигает других и ресурсы для того, чтобы достичь свою цель. Да. И эта цель может быть вообще такая, это абсолютно виртуальная, абсолютно нереальная. А если он духовный, то он идет к высокой духовной цели, соответственно, экологически действует, да, и расходует себя, свою волю закаляет. Да, но все равно получается, что он с другими будет вести себя жестко. Потому что он требователь к себе. Он требователен к себе, и, соответственно, он других тоже будет, как это сказать, не то чтобы воспитывать, но немножечко так, знаете... Требовать от них. Да, как будто холодной воды на голову выливать, чтобы не очнулись. Требую и от других. Да, это будет крайне жесткая личность. И вот как это в китайской физиономии? Похожая трактовка или другая? Чуть-чуть похож, но у нас не только зависит от любое лицо. У нас то, что читать человек характер, все по разной части вместе соединяется. Например, если такой человек хороший, честный,